Сударь и Нери тут худ, блин. Здравствуйте, сударь, извините, ты что, снимаешь это? Я сейчас Да. бутылку в голову разобью. Да? Безалкогольная бутылка без пива, это вода просто. Твою алкогольную голову. Ты что, животное? Ну-ка убери камеру. Ты что, сюда снимать мы снимать приехали. Извините, здравствуйте, сударь и сударыни. Ой. Так. Что это у нас тут? Картинки. Коридор какой-то. Что тут? Господи, страшная лестница какая-то. Блин. И короче. Поспать. Ой. Болик. Ой. Блин, опять нажрался. Блин, что-то в номере сортир не работает. Тут вроде общий где-то есть свой. Что за херня? Сударь Алексей. Сударь Сергей, Где? ты дурак. Я. Так, Алексей, что, где мы и зачем? Это сложный вопрос, на самом деле, потому что я не совсем в материале, но сегодняшний наш выпуск будет максимально мистический, и то, что мы собираемся сделать, у меня вот в этой вот самой черепной коробке до сих пор не укладывается. А главное, мысль, как оно будет происходить? Не что укладывается. я подписался на это Сережная идея, поэтому он сейчас вкратце и расскажет вам лучше, чем я. Ну, скажу так, это историческая родина создания легенды о пиковой даме. Собственно, сегодня мы будем заниматься, испытывать методы и способы ее призыва. Мы будем призывать в сумерках, в полуночь и где-то там еще когда-то там. Для этого у нас есть все атрибуты: зеркала, свечи, духи, губная помада. Ты че, в рот снимаешь? Для этого у нас есть все ритуальные атрибуты: зеркала, свечи, духи. Мы купили специальные, чтобы вложить эту даму, Givenchy, хорошие, а не какие-то дешевые. Красная губная помада, игральные три колоды игральных карт. И взяли с собой нашего товарища-оккультиста, который куда-то пропал по неизвестным нам причинам, который, собственно, и будет производить ритуал призыва. Вот. Да, и небольшая ремарочка, не знаю, специально или забыл сказать, что это самое место, в котором мы находимся, оно напрямую связано с этим произведением. Дело в том, что в этом поместье, в котором происходит все это вообще место действия, жил прототип, который послужил графине, которая была в повести нашего солнца поэзии Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». Так скажем, нашего белого солнца пустыни. Да, то есть тройка, семерка, туз. Усадьба Апраксиных. Отсюда мы приехали. Здесь же находится проходная. Спальный корпус, в котором мы сняли 2 номера. Непосредственно сама усадьба, в которой будет осуществляться призыв. Мангальная зона, где мы ждем, пока пробьет полночь. У меня не было опыта призыва пиковой дамы, но эта область познания мне всегда была интересна, потому что я много наслышан. Достаточно много времени я потратил изучению вызова различных потусторонних сущностей в наш мир. И пиковая дама – это одна из самых загадочных, самых непознанных и самых неизведанных сущностей, с которыми контактировало человечество. Ее история относительно недавняя, но очень громкая. Поэтому мне очень интересно сегодняшнее мероприятие. Усадьба Апраксиных в наши дни полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Именно здесь, в середине XVIII века, жила княгиня Наталья Голицына, послужившая прототипом главной героини в повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама». В мистическом толковании пиковая дама является духом зазеркалья, который может пробираться в наш мир. Считается, что это негативный дух.
Но если вызывающий тревожит пиковую даму с позитивным настроем, к нему явится дух добрый. Вымысел, легенда, правда, история или ложь. Это и многое другое сегодня нам расскажет Алексей. Алексей. Кирпич красного цвета. И Сережка. Выпивший оккультист из... Я не пил. Ага, второй он не отрицает. Ладно, неважно. Сегодня Виталий, мы его имя немножко изменили, дабы не палить его настоящее имя. Это сударь, который разбирается в том вопросе, по поводу которого мы сюда сегодня приехали. Да, ритуалы и призывы. Короче, та фигня какая-то. У нас мы отъехали чуть-чуть за, скажем, палаточку, и у нас уже багажник не открывается. И я, Итан Хумыс, попробую разгадать, в чем же дело. И со мной Алексей. Есть мнение, что это действительно дух пиковой дамы уже начинает, строит нам козни. проявлять себя. Сейчас... Вот видите, усадьба. Вот буквально отъехали в этот ларек прекрасный, и все, и сразу же началось. И самое что интересное, мы не шутим. Можно ехать. Жень, Саш, ну что тут за Макдональдс пати какой-то? Давай, Саша, газуй, Шурен. Тихо, так, секунду. Сейчас Саша только тронулся, и сударю Виталию мы наехали на ногу по берцам. Вот, видно след. Александр проехал по его ноге с улыбочкой. Я потом скажу мое мнение по этому поводу. Так, пока приключения за приключениями просто какими-то. И я, Итан Хумыс, я попробую разобраться, в чем же тут дело. Говорил по поводу череды дурацких обстоятельств. Ты не Итан Хумыс. Давай. Я не Итан Хумыс, но я попробую разобраться, в чем же дело в усадьбе Арапаскиных. Вот этим колесом проколбасил Виталий ногу. Вот это колесо виновато, и у нас не открывается багажник, и что-то уже начало происходить. И могу сказать, что это произошло, кстати, за 5 минут. Заклинил багажник и отдавили ногу. Вечерело. Пока совсем не стемнело, мы решили немного осмотреться, чтобы понять, куда нам идти ночью и где совершать. Местный комендант сказал: кстати, отличный мужик, и вообще приезжайте сюда, знакомьтесь с ними, вселяйтесь в номера, потому что здесь еще действующая гостиница. Он нас попросил просто не расшибиться, поэтому, ребята, если приедете сюда, максимально осторожно и не лазайте здесь, потому что все, что нужно, мы вам покажем. Сейчас мы попробуем обойти по периметру все это и найти место, подходящее для нашего ритуала, куда мы поставим наш инвентарь, оборудование и начнем практиковать призыв. Здесь идеальное место. Вот, смотри, нас никто не потревожит тут. Чё? Сейчас придем. Первое здесь будем делать при сумерках, место призыва. А второе сейчас посмотрим, где мы будем делать место призыва во время наступления полной темноты, то есть в полуночь. Да, кстати, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что я его веду не в качестве своих личных каких-то мотивов и целей, аккуратнее, а в инстаграме я буду выкладывать фотки с горячих мест событий. То есть вы сможете примерно погадать и подумать, что же будет происходить там у них в следующем выпуске. Да, это происходит до того, как мы успеваем смонтировать что-то и выложить на YouTube. Но когда ты находишься именно в таких душевных поездках, смотря как же живут люди вдалеке от Москвы, хотя это не такая уж и даль от Москвы, то ты отчетливо осознаешь, что здесь жить надо душой. Кстати, выпуск про то, что мы вызываем пиковую даму, и вот этот человек, сейчас попасть в ракурс, вот этот человек будет нашим главным призывателем в сегодняшнем ритуале оккультной мистики призыва пиковой дамы в этом здании. Так, а вот походу с другой стороны обошел усадьбу. Вот мы за стенд заглядываем, но не зря же его тут поставили. Все, что осталось. Да, вот так вот не верится. Вот что есть, что нам предлагают по факту и что было. Кто виноват в развале? Трудно сказать сейчас. Пару слов немножко. Вы как-нибудь хотя бы переживаете, думаете о сегодняшнем ритуале призыва, пока вот огонь не разводите? Огонь в вашем сердце развелся ли? Да, честно говоря, я немного взволнован, потому что я никогда не общался с данным духом. Я о нем наслышан достаточно много легенд, и все легенды однозначно говорят о том, что дух довольно серьезный, требует к себе внимательного и педантичного отношения.
а также что он может быть опасен для дальнейшей судьбы и сегодняшнего вечера. Поэтому я хоть и стараюсь не терять самообладание, но все равно несколько волнуюсь. Вообще мне бы хотелось ожидать от этого вечера просто невинные шутки и развенчания очередной детской легенды про призыв пиковой дамы, о которой все наслышаны еще с детских пионерских лагерей. Но, честно говоря, побывав уже на тех руинах, я почувствовал себя немножко не в своей тарелке, почувствовал явное присутствие чего-то странного. Секунду, извини, подожди, непонятного. Продолжай. И я почувствовал в этих руинах присутствие чего-то странного, чего-то совершенно необычного. Я понял. Чего-то нового. Не голубой луны, да? Я понял. К сожалению, нет. К сожалению, не ее. Присутствие голубой луны я бы почувствовал сразу. А это что, вот реально 5 килограмм? Вот это? Я, кстати, отдельно еще камеру сюда поставил, отдельный костер подснял. Что? Камера сгорела, я к этому. У нас больше нет второй камеры, Алексей. Отлично. Как ты вот так это сделал, да? Да, вот так. Ребята, вот это то самое место, где Фредди Крюгер, или как его зовут, Крюгер, открыл Свой филиал. Ну, короче, не могу открыть, важно, конечно, мало ел. Не пробуй, не позорь меня. И там была перчатка. Перчатка с в говне. Пиками точеными. Мне очень хочется чего-то... Мне очень хочется верить во что-то такое действительно по-настоящему существующее издревле, издревней, и козел. Задавно... Светлый козел, кстати. Ну вот, мне хочется верить в что-то по-настоящему, что-то, что делает нас живыми. Это вера, это какие-то небылицы, истории, сказки, басни. Вот в это во все. Я не хочу верить в физику, в математику, вот в эту чушь, Венеры, Юпитера какие-то. Я хочу верить в пиковую даму, в гнома-матершинника, в бабку-ватрушку, да в кого угодно, понимаете? Потому что вера насыщает нас и делает теми, кто мы есть. На поместье Апраксиных опустилась ночь. Сереж, у тебя в таблетнице, как будто ты не пил вечером таблетки. Слышь? Сереж, иди выпей таблетки, пожалуйста. Ой, Лех, привет. Где я? Привет. Таблетки не где пей. Саша? Так, слушай, я, короче, тогда... Я ему звоню? Нет, я пойду обратно, пойдем так к мангалу. Чё? Потом будет человек, и с тех пор его Виталий мясо жарит. никогда никто не О, видел. слышь, его вот же он. Вот же он. Да вот он стоит. Да вот он. Если мы ее вызовем, у нас объективно появятся проблемки. Если мы сделаем это криво. Значит, первый пункт. Никакой пошлости. Второй пункт. Никакой злобы. Третий пункт. Никакой коммерции. И четвертый пункт. Не дай бог кто-нибудь съебался. Никто не боится. Стой, тихо, блин. Мы соль взяли? Или соль в багажнике? Все там, соль. Соль мы взяли, но соль нам не поможет, поскольку это не призрак мертвого. А зеркала? Это призрак проклятия, а призраки проклятия соли не И, боятся. по-моему, это гром. Нет, это соль. Нет, это салют. Нет, это гром. Майор Гром. Да не майор гром, это гром. Реально, что это за звук? У вас никогда не будет хорошего видео до тех пор, пока... Не смейся, все. Я не смеюсь, я вам рассказываю. Мы серьезно впитываем, все. Вот, всё, впитали? Смех убираем, все. Впитали, всосали, блин, там реально страшно. Дышим кирпичом, проникаемся атмосферой, скептицизм и прочее рациональное выкидываем из головы, и каждый ждет чего-то. Наша задача попросить пиковую даму, чтобы все подписчики в мире стали нашими. Будь осторожен с своим желанием, чувак. Я знаю, пускай мамкины, блогеры тоже. Нет ни одного теряют канала на подписчиков. ютубе, которого все подписчики мира были подписаны. Вот мы будем первыми, пускай все они перейдут к нам, а с последствиями сами Ты не разберемся. знаешь, Ты где- готов к последствиям?
Достаем свечи. Ритуал призыва. Начинаем с зеркала. На нем надо нарисовать лестницу из 13 ступеней. Духи из ритуаль. Подожди, здесь все вначале обшикаем духами. Это духи, свечи, соль. На всякий случай. Да что такое с камерой? Камера на одном и том же моменте 2.17 барахлит. Предусольник барахлило. Так я... Веет холодом, потрогай. Холоднее, чем должно быть. Хорошо. Мне нравится. Давай круг делай. Открываем духи, живанши. Открывай коробочку, все складываем сюда, потом мы с собой заберем. Откроем коробочку. По ритуалу сказано, мы должны попшикать тут, да? Ну, создадим атмосферу. И вокруг, сейчас где будет круг, Да, я дам себе маленькие пояснения по этому поводу. Дело в том, что все фетиши, которые используются для призыва любой сущности, являются не фетишами сами по себе. Нужно создать необходимую атмосферу. То есть духи не должны быть просто бездушно купленным флаконом. это очень хорошие, дорогие даже духи. Дорогостоящие. Купленные, если Ими любовью. надо... дай. Дай-ка. Да. В случае с призывом это делается вот так. Окропляем. Конечно. В школьные времена пил что-то подобное. Только первое, второе не распаковывай. Второй не распаковывай, мусор убираем. Второе отойдет для второго ритуала. Виталий, и это, сейчас это, сделай, пожалуйста, это круг нам. Да что за дела-то, не понимаю. Вы влезете все вот сюда? Не придется. Что-то маловато места. Оператору можно побольше? Оператору круга не надо, а оператор ничего не боится. Оператору мы очертим отдельный круг. Так, я влезу, сюда я, сюда ты. И начинаем ритуал. Начинаем, все. Так, Привет. Прислушаемся к своим ощущениям. 13 ступеней. А не так же? Ого, я первый раз вижу, кстати, по-другому такой. Я чувствую. тоже, да, буковки не играю. Виталик опытный. Виталик опытный. 8. 9. И, черт возьми, 13. 13 ступеней, чтоб пиковая дама спустилась. Все желающие в круг бегом, я помню. Справа кто. бери, Виталик. Саша, остаешься вне круга и снимаешь. Там все странички. Леха, иди. Солян. Первый стал в кружок. Это кружок пиковой дамы, Сергей? Да, сейчас я быстрее. Я вначале сниму, а ты стой там. Нет, Саша, не в круг. Сашу не пустим, давай, Дима. Ой, Саша, уйди в круг. Виталик. Не в круг, ты должен Саша, уйди. Саш, ты снимай. Он снимать должен. Да-да-да, пусть снимает, давай. Пиковая дама. Пиковая дама. Явись. Пиковая дама. Где там? Что там? Тихо. Сударь Алексей, есть смелость, выйдите из круга. Загляните в это зеркало. Леха, иди. Смелее. Так. Что там? Ты видишь, насколько она почернела? Я тоже выйду посмотрю. Нет, ты стой там. Ты там стой. Не, я, ну ладно. Ты еще по очереди. Ну, я вижу, что мы помаду перевели. А дверь на себя или от себя? Виталий, все идет по плану? Я думаю, нам надо попробовать второй ритуал. О, первая ступенька стерлась. Смотри. Первая ступенька стерлась.
Че? Я обратно. Ну я рисовал, ребята. Я видел, на камеру все снято, как ты рисовал. Нет, я от страха. И Подожди. запах странный. Я вам говорю, смотри, первая ступень стерлась. Я тебе серьезно говорю, ну подойди, посмотри. Я вижу отсюда. Я вот вижу. Смотри, и 12 начинает стираться с того боку. Нет, 12 с того боку стиралась до этого, а вот первая была четная. Ой, четкая. Значит так, раз мы тебя не видим, но ты, возможно, есть, и мы стараемся поверить в то, что есть. Наше основное желание будет, пусть все подписчики в мире станут нашими. Да, будь добра. Это Ну, наше чисто основное желание. И благодаря этому про тебя узнает как можно больше людей. Ну, что есть такая сударыня из пушкинских сказок, которые оказались не сказки, и прототип действительно есть этому объекту. В принципе, мы ничего больше и не просим. Подожди, в ритуале сказано, надо подождать. Санек батю просил вернуть, но я думаю, подождет до следующего раза. Уважаемая пиковая сударыня, мы с сударями глубочайше просим тебя и обращаемся к тебе к высокой просьбе. Пожалуйста, сделай так, чтобы все подписчики стали подписчиками сударей. А Саша с батей подожди. Не скажи. Со всем уважением и любовью за мертвыми мы придем позже. А сейчас Смотри, она уже первая позаботься ступенька вообще, смотри, в о тонкую жизни. превратилась. И вторая поплыла, смотри. Вторая, все остальные поплыли потихоньку, смотри. Сударь, вы видели, я ничего не подкладывал под зеркало. Ребята, смотрите, все ступеньки начали плыть Помада потихонечку. поплыла. Подождав минут 15 и убедившись, что ничего не происходит, мы решаемся попробовать второй способ, для реализации которого было решено переместиться в некое подобие какой-то коптерки или подвала. Короче, первый способ мы сделали неправильно. Забыли колоду карт положить. Но сейчас мы второй способ пробуем. Так сказать, полностью не удовлетворив все требования первого способа, мы переходим ко второму варианту. Второй способ отличался от первого лишь тем, что требуется наличие крыши над головой, и в ритуале присутствует второе зеркало, которое устанавливается напротив первого, что в свою очередь дает эффект так называемого зеркального коридора. Одну достать? Одну, да, ее бери. Ну и карту с пиковой дамой на этот раз мы не забыли положить на импровизированный алтарь. Лёг, карты дал? Да. Все положил. Свечи зажигать. А теперь мы исправляем ошибку прошлого призыва. Не надо соль, соль убираем, соль была ошибкой. Потому что вы приглашаете духа, а не собираетесь от него защититься. Что за глупости? Соль — это защита от духа, а мы зовем его в гости. А теперь вторая ошибка нашего прошлого призыва. Мы же хотим видеть ее все вместе. Алексей, прошу сюда. Ближе, ближе, Алексей. Ну, я еще ближе. Я не знаю про ракурс, но пиковая дама не придет Всё, до тех тихо, не пор, кричи, пока мы мы все тут. вместе. Тихо, мы тут, не кричи. Не Дай воззовем к зажигалку. ней. Давай. Пиковая дама, приди. есть. Пиковая дама, есть. Сколько? Пиковая дама, есть. Исполни наше желание, чтобы все подписчики мира стали нашими. Да, по-хорошему так. Я- Было бы неплохо. Прошу тебя, пиковая дама, чтобы все Куда штаны подписчики Ютуба стали подписчиками этих сударей, которые осуществили данный призыв к тебе. Я ничего не трогаю. Ты ж кирпичи посыпались. Кирпичи посыпались. Сейчас все обвалится нахуй. Ничего не обвалится. О, сейчас. Ой. Тихо. Тихо. Земля сыпется, как будто кто-то ходит. Дай больше духов. Может, денег дай? Лёш, Что за камеру брал? делаете? Ой. 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 Тут все это время висело.
Тут все это время было мертвое животное. Господи! Что за хрень-то? А что это такое? Слушай, Кости, что это такое? Я не знаю, Леша, а на что это похоже? Вот нас сними, возможно, я что-то придумал, мне кажется. Или глупость какую-то затеял. Ну, тираннозавр, а вот он копчик, что ли, смотри. Да, а вот там, смотри! Жесть какая-то. Да этого здесь не было. А значит, мы здесь не одни. Теперь уже да. У кого здесь салфетки? Подвесил кто-то. Кто подвесил? И это подвесил. Нет, И это нет. таз, смотри. Да, это не таз, это А Атлант, первый шейный позвонок. Характерен этими Подожди, его надеть вообще как делать нефиг. А? Его надеть несложно же. Конечно, и это надеть несложно. И вот это пусть надеть несложно. И, короче, вообще нет никаких проблем, чтобы прийти здесь и все увесить костями. Ты станешь, Лех? Где еще кости? Раз, два, три. Еще пойти поискать. Вон 4 висит. Лично мне внутри присуще ощущение странного застывшего комфорта. Удобно, уютно, ничего не пугает, ничего более не тревожит. Не заметил, ты пукать стал реже. Ты дурак? Помогло, что ли? Может, твое желание исполнилось? Ты давно этого хотел. Мне кажется, я теперь больше ни во что не поверю. А мне кажется, вы до сих пор прячетесь от действительности за скепсисом и дешевыми шуточками. Вам же самим не по себе. С чего бы еще вы стали рыться в этой выгребной яме в поиске костей? Что же вас так Ты нас повлекло хавать позвал. на мертвечину? Так она просто перед камерой за это спахнула и все. Я не виноват, что мертвые тебе в глаза лезут. Это не ко мне вопрос. Именно в 10 лет последний раз мы занимались чем-то подобным. А как мы выяснили из сегодняшнего выпуска, все мы этим грешили, и вы, судари, если этим грешили, пишите свои истории в комментарии под это видео. Пытались ли вы связаться с капризной пиковой мадам или какими-то похожими аналогичными существами, личностями, историческими, неисторическими, вообще, что вы делали, когда вам было 10 лет, и что вы можете предложить сделать сейчас? Доброе утро всем. Доброе утро всем. Мы вернулись к месту этому призыва. С нами Итан. И первое, на что хочется обратить внимание, пахнет дико духами. Вкусненько. Хорошие, стойкие духи. Мы поняли с вчерашнего опыта, что духи действительно стойкие. Ну, собственно, тут прогорели все свечи, а зеркала остались так же, как... Ну, как мы видим, безобидный детский, даже не поворачивается язык у меня, ритуальчик для самых маленьких. Оборачивается вот такой вот, без, ну, по крайней мере, визуальной последственности какой-то. Все как было, так осталось. Все, на этом мы прощаемся с вами. Мы не пиковая дама, чтобы требовать что-то, но тем не менее мы рекомендуем вам, если вам интересно знать, что будет дальше и какие выпуски будут следующими, подписывайтесь. Ну и все, мы отправляемся. Это были судари Сережка, судари Алешка, во множественном числе оба. И до новых встреч.